Всем привет! Россияне полностью переходят на вторичку. Продажи БУ машин бьют рекорды по всей стране. Курс рубля и санкции против России помогли этому. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Уже сейчас некоторые дилеры распродают реально дешевые автомобили со склада. Посмотреть все горячие предложения вы можете, перейдя по ссылке в описании. Выберите на сайте Автоспот в поиске интересующий вас автомобиль, и вы увидите самые выгодные цены в России на данный момент. Помните, Автоспот реально поможет сэкономить деньги, таких цен вы нигде не найдете. Ссылка на дешевые автомобили в описании, переходите и убеждайтесь сами. Также есть раздел с БУ автомобилями. Вторичный автомобильный рынок в России вновь ушел в рост. По сравнению с июнем этого года, июльские продажи легковых автомобилей с пробегом выросли во всех федеральных округах и составили 478 тысяч единиц. Так, в Центральном федеральном округе число повторных регистраций машин в ГИБДД в июле выросло на 9%. В Приволжском федеральном округе рост составил 11%. В Сибирском и Южном федеральных округах число перерегистраций легковушек увеличилось на 16 и 9% соответственно. На рынке Северо-Западного федерального округа перерегистрации выросли на 11%. В Уральском федеральном округе рост составил 10%. Наконец, на Дальнем Востоке в июле перепродажи легковушек увеличились на 15%. Стоит отметить, что в России растет спрос именно на трехлетние автомобили с пробегом. Вы только посмотрите, сколько времени своей жизни мы отдаем работодателю. А уже и седина на голове, и хреначим как в сито, впустую. Деньги просто тают. Их жирает инфляция и кредиты. А может забить на все и жить не как все? Нафиг эти дорогие железки с названиями Lexus, Toyota и так далее. Такие же 4 колеса можно и дешевле взять. И по таким же нашим говняным дорогам трястись. Да и по трассе более 110 не погонишь. Везде камеры. И интерес к мощности двигателя отпадает. Кстати, на днях произошел очень интересный случай. За проданную с дефектами подержанную Ладу Калину за 300 тысяч покупатель смог отсудить у автосалона 700 тысяч рублей. Если вам интересно, как у него это получилось, что за схема, напишите в комментариях, и я сделаю следующий ролик про это. Ну и обещанная мною шутка юмора. Вот живешь полной и насыщенной жизнью с множеством приключений, а потом оказывается, что это алкоголизм. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Что сейчас лучше взять, вторичку или новый автомобиль с Автоспота? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните, побеждает в этой жизни только тот, кто победил сам себя. Кто победил свой страх, свою лень и свою неуверенность.